Тромбозы различной локализации являются причиной примерно половины смертей в мире, это в том числе инфаркты и инсульты. Поэтому каждому человеку стоит обратить внимание на состояние своей крови. Об этом и многом другом расскажем сегодня в нашем ролике. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Если раньше такая проблема, как образование тромбов, могла проявляться у людей среднего и пожилого возраста, то сейчас болезнь значительно помолодела. Проблема густой крови может возникать даже у самых маленьких, и тут возникает вопрос, что же может спровоцировать такую болезнь. Ведь очень часто мы можем просто не замечать некоторые симптомы, с помощью которых организм и подает нам сигналы о сбоях. Обычно мы сбрасываем все на переутомление и хроническое недосыпание, и даже не задумываемся, что в этот самый момент наши эритроциты способом группировки перерастают в тромбы. Причины густой крови или сгущения крови. Перед тем, как начать говорить о способах лечения, нужно разобраться в причинах заболевания для того, чтобы знать, как уберечь себя от него. Если кровь густеет, то, соответственно, жидкая ее часть куда-то уходит и не пополняется долгое время. Недостаточное пополнение организма водой. Наверное, одна из самых распространенных причин, возникающих в жаркое время года. Обычно летом мы и так пьем много воды, но она долго не задерживается в нашем организме, так как расходуется на ее охладительную систему. По сути, мы просто много потеем, пытаясь хоть как-то нормализовать температуру тела. Если обычно рекомендуется выпивать около 2 литров воды, то летом этот объем следует увеличить, но не до состояния отеков, конечно. Многие диетологи советуют не употреблять соль вообще, что является большой ошибкой. Ведь соль – главный продукт-помощник, который задерживает жидкость в организме. Дефицит витаминов. Обычно в зимнее время мы страдаем такой проблемой. Витамины С, Е и В6 способны разжижать кровь, а вот их недостаток приводит к чрезмерному образованию эритроцитов, в связи с чем и увеличивается плотность крови. Нерегулярная или ненасыщенная нужными продуктами питания. Отсутствие овощей и фруктов в рационе приводит к нехватке витаминов. А значит, употребляется только сахар и жиры, которые не только приводят к увеличению плотности крови, но еще и повышает уровень холестерина. Заболевания кишечника. Проблемы с пищеварительной системой нарушают водный баланс в организме, тем самым сгущая кровь. Из-за недостаточной выработки необходимых ферментов органами пищеварения организм закисляется, а кровь, в свою очередь, становится гуще. Стрессы и переутомление. Постоянные дозы проблем наваливаются на наши плечи, что мы и вздохнуть спокойно не можем, находясь в постоянном напряжении. Ведь в состоянии стресса человек может перестать есть и пить, а значит, нет источника витаминов и микроэлементов. Следовательно, стенки сосудов сужаются, и давление моментально повышается. Вредные привычки. Наверняка все заметили жажду после употребления алкоголя, особенно на утро. Так вот, спиртное резко выводит воду из организма, а пополнить дефицит жидкости удается только на утро. А вот курение приводит к недостатку витаминов в организме. Наличие хронических болезней. Любые проблемы с одной из составляющих крови, а точнее превышение нормы содержащихся веществ, оказывает нагрузку на сердце. В результате стенки сосудов не способны сокращаться в полной мере, и эритроциты из-за недостатка места начинают прилипать друг к другу. Опасность густой крови и ее последствия. Первый признак повышенной вязкости считают сонливость. Но с нашим современным образом жизни можно попросту не придать значения этому симптому. Ведь времени на сон всегда не хватает, поэтому и появляется постоянная сонливость. Но помимо сонливости, человек может чувствовать себя постоянно уставшим, подавленным. Может даже ухудшаться зрение, но заметят эту неожиданную перемену только люди, у которых стопроцентное зрение. Игнорирование проблемы может привести к неприятным последствиям. Кровь попросту не будет снабжать органы, из-за чего может произойти кислородное голодание.
Какие средства помогут в разжижении крови? Способ лечения выбирается в зависимости от сложности ситуации, хотя эффект еще зависит и от самого организма. Итак, есть 3 помощника в разжижении крови: продукты питания, содержащие в себе нужные элементы, лекарственные травы и медикаментозные препараты. Лечение подбирается индивидуально, так как каждый вид оказывает воздействие на тот или иной организм по-разному. Поэтому нужно проверить реакцию вашего организма на каждое средство и только таким образом определить подходящий для вас метод. Медикаментозное лечение. Каждое из лекарств для разжижения крови содержит в себе ацетилсалициловую кислоту, которая по сути и приводит нашу кровь в жидкую форму. В качестве профилактики такие медикаменты принимаются в мизерных дозах, а вот при повышенной вязкости крови назначается доза побольше. Принимаются такие препараты регулярно, даже ежедневно. Аспирин – наиболее распространенное средство, которым пользуются все сердечники. Назначается чаще всего пожилым людям как профилактика инсульта. Если кровь из-за своей густоты не будет успевать проходить через и без того суженные сосуды, то это может привести к инфаркту. Кардиомагнил не только выполняет свою основную функцию, но и укрепляет стенки сосудов и придает им эластичность. С приемом лекарств, содержащих в своем составе ацетилсалициловую кислоту, нужно быть осторожным людям с заболеваниями желудка, а также его повышенной кислотностью. Чаще всего медикаментозное лечение применяется уже при возникновении проблем с кровью. А во избежание каких-либо проблем с плотностью эритроцитов лучше принимать полезные средства, которые окажутся еще и вкусными. Продукты, разжижающие кровь. Топ-15. Главное, здоровью они никак не навредят, а наоборот, работают на повышение иммунитета и пополнение организма витаминами. То есть, вы кушаете здоровую, вкусную пищу и при этом создаете себе защиту от быстрого свертывания крови. Переходим непосредственно к списку топовых продуктов, разжижающих кровь. Зеленый чай считается одним из наиболее действенных средств. Недаром среди жителей Азии такой чай так популярен, а точнее он считается основным напитком здоровья. Ведь, как известно, среди них достаточно много долгожителей. А здоровые сосуды и кровь, текущая в них, залог здоровья всего организма. Малина и все продукты на ее основе. Эта ягода содержит в себе витамина С не меньше, чем в самом сочном лимоне. Мы уже знаем, как аскорбиновая кислота влияет на кровь. Используются как плоды, так и листья, из которых можно заварить ароматный чай. Лучше всего принимать продукты из малины в жидком состоянии. Соки, отвары, чай снижает уровень холестерина и предотвращает появление атеросклероза. Черничные ягоды. В состав этой чудо-ягоды входят не только витамины С и А, но еще и кумарины, которые также борются против образования тромбов. Сама по себе черника является профилактическим средством против опухолей. Не говоря уже о ее чудодейственных свойствах в вопросе восстановления зрения. Помидоры из-за высокого содержания той же кислоты способны уменьшать степень свертываемости крови. Даже врачи рекомендуют съедать по 4 свежих помидор в день. Но людям с повышенной кислотностью следует быть осторожными. Сельдерей – полезный овощ, который почему-то многие недолюбливают. А зря, ведь он еще и способствует похудению. Для разжижения крови лучше приготовить сок из сельдерея. Правда, такой продукт нужно употреблять в меру, ведь он является и слабительным средством. Любой вид перца также растворяет кровяные сгустки. Можете попробовать даже чили, но не увлекайтесь. Кстати, именно перец и другие жгучие продукты способны лучше всего разжижать кровь. Также они предупреждают развитие раковых заболеваний. Простой репчатый лук. Да, он самый, причем в сыром виде. Конечно, проблематично найти время для поедания такого овоща, но у него столько плюсов, узнав которые, время сразу найдется. Главное, он разгоняет группы эритроцитов, именуемые тромбами. Чеснок
лучший друг лука и главный враг многих заболеваний. Мы часто кушаем его зимой для профилактики простудных заболеваний, но даже не подозреваем, что он тоже разжижает сгустки крови. Имбирный корень – универсальное средство. Он и простуду лечит, и от лишних килограмм избавляет, да еще и кровь разжижает, вдобавок. Лучше всего имбирь сочетается с горячим чаем, особенно зимой. Корица – пряность, без которой не обойдется, наверное, ни одна осенняя выпечка. Она также применяется как противомикробное средство, избавляет от тромбов. Мед также является кроверазжижающим средством, но лучше всего он действует в сочетании с лимоном, который направлен на решение той же проблемы. Но оба продукта употребляются только в ограниченном количестве. Оливковое или льняное масло. Второе, конечно, является более действенным. Его можно добавлять в салат, то есть употреблять в сыром виде. Кефир, за счет своей кислой структуры и полезным бактериям, является кроверазжижающим средством, а также укрепляет иммунитет и очищает организм. Куркума – еще одна специя, которая является отличным антисептиком. Как и любая острая специя, она способна справиться с нашей проблемой. Какао во всех его проявлениях. Но этот продукт уж точно любят пусть не все, но точно большая часть людей. Вкусный продукт, но увлекаться не стоит, черный шоколад способен повышать давление. Кстати, наиболее совместимые между собой продукты можно комбинировать, что только улучшит эффект. К примеру, сочетаем лимон, мед и корицу. Или просто пьем зеленый чай с добавлением листьев малины. Можно даже сварить ароматный кроверазжижающий чай, для которого понадобится собственно зеленый чай, корень имбиря, корица, лимон, вода и ложечка меда. После заваривания добавьте немного мяты, и чай готов. Он отлично подойдет именно для зимних месяцев, когда фруктов-то никаких и не найдешь. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Будьте здоровы!